Друзья, здравствуйте! В этом видео мы покажем вам две уникальные, роскошные квартиры в старом городе, полностью с ремонтом, мебелью и техникой, готовые для проживания. Таких лотов вы еще не видели. А меня зовут Галина Дмитриева, и я основатель компании Georgia Private Investment. 8 лет я в рынке недвижимости, из них 6 на рынке недвижимости Грузии. Дом, о котором первым пойдет речь, это действительно знаковое архитектурное сооружение города. Он располагается на площади Европы и своей архитектурой полностью дополняет и оправдывает название этой площади. Это малоэтажное строение, на этажах здесь очень небольшое количество квартир, в доме тихо, уютно и спокойно. И жильцы здесь подобрались соответствующие. Почему этот дом мечта многих? В первую очередь из-за локации, конечно, потому что действительно жизнь на площади Европы – это такое знаковое место, это очень престижное место, и, в принципе, многие сюда стремятся. Хотя здесь, конечно, сразу опережая вопросы и комментарии критиков, здесь бывает летом довольно шумно, здесь даже сейчас монтируют сцену, но, тем не менее, когда все эти события проходят, и ты остаешься в этом доме, в своей квартире, с этим потрясающим видом, ощущение просто не передать словами. Друзья, бывают такие квартиры, в которые ты заходишь, и при первом ощущении кажется, возможно, уже не самый современный ремонт, как-то хотелось бы других каких-то дизайнерских решений, но на самом деле, когда заходишь в эту квартиру, создается полное ощущение погружения в потрясающий уют, в какую-то совершенно семейную атмосферу. Здесь все продумано и сделано так, что эта квартира в буквальном смысле тебя обнимает. Мне бы очень хотелось передать эту атмосферу вам сейчас через камеру, но я постараюсь поделиться словами, своими эмоциями, своими впечатлениями и показать вам всю эту красоту, которой здесь действительно очень много. Мы находимся в большой объединенной кухне-гостиной, позади меня как раз-таки большая гостевая зона, здесь хватит места огромному количеству человек, какой-то очень дружной большой семье, либо же тем гостям, которых вы захотите сюда пригласить. Кроме того, что у этой комнаты действительно довольно внушительный размер, здесь еще дополнительным бонусом к пространству играют окна, коих здесь огромное количество, 4 окна, 2 из которых это полноценные балконные двери, которые как раз-таки обеспечивают нам выход на индивидуальные, изолированные, небольшие, очень приятные балкончики. Из этой комнаты ведут в коридор 2 большие распашные двери. Это первая, еще одна есть в кухне. И надо сказать, я сейчас, стоя здесь в этой комнате, понимаю, что в принципе ее можно было бы вполне разделить на 2 изолированные, для того, чтобы получить какие-то разные по назначению комнаты. Но пространство бы 100% было украдено, и этот уют и атмосферу здесь бы потеряли. Поэтому, на мой взгляд, очень правильное решение, что не стали ставить дополнительную стену, и получилось действительно такое потрясающее объединенное пространство кухни и гостиной. Про то, что мне действительно нравится, я реально могу рассказывать часами и восхвалять до бесконечности. Островная кухня, на мой взгляд, это просто суперское решение, и пусть в меня сейчас кидают камни современные дизайнеры интерьера, которые, возможно, считают это атовизмом, но, на мой взгляд, это просто обалденное решение в ситуации, когда вам нужно разграничить пространство, и его рационально максимально использовать. В общем, здесь сделана островная кухня. Если вы о ней мечтали так же, как я, то, конечно, она 100% для вас. Сейчас те хозяйки, которые разделяют мой восторг, вполне должны влюбиться буквально в эту кухню. Вообще, надо сказать, я не слишком большой поклонник такого классического интерьера, классического исполнения, в том числе отдельных гарнитуров, например, как эта кухня, но почему-то именно здесь мне очень нравится сочетание этого благородного винного оттенка с какими-то золотыми вкраплениями, с золотыми ручками. По-моему, этот интерьер вместе с техникой, которая сюда также встроена, по-моему, смотрится просто исключительно дорого, исключительно стильно. И, кстати, этому ремонту уже 12 практически лет, тому исполнению, тому убранству, которое мы видим. И, конечно же, качество, в общем-то, оно налицо. Все это в прекрасном состоянии, все это прекрасно сохранилось, поэтому не требуется никаких дополнительных реноваций и вмешательств для будущих владельцев. Конечно же, вся квартира укомплектована отличной техникой, которая также в прекрасном состоянии сохранилась. Здесь есть и встроенная духовка, и микроволновая печь, и большой вместительный холодильник, и посудомоечная машина для хозяйки в обязательном порядке. И даже интересным бонусом здесь будет винный шкаф. Так что если вы, живя в Грузии, сложно не быть любителем винной культуры. Так что если вы из наших, то, конечно же, такой бонус вам тоже будет очень приятен. Друзья, собственно, локации более центровой, уж извините за такое слово, здесь не найти. Это действительно сердце Батуми, это площадь Европы, и это самая прекрасная Медея, которая вообще благословляет всю нашу Аджарию, и
является символом этого региона. Вот здесь она тоже стоит, и мне кажется, любоваться на нее каждый день с чашечкой кофе, стоя на этом балконе, это вообще отдельный вид удовольствия. Вся эта зелень, она цветет круглый год, здесь еще работает фонтан, так что, конечно, локация просто топовая, и такой вид стоит дороже любых денег. Ну что ж, мы оказались с вами в спальне, в первой спальне, и на самом деле я хочу отметить, что это тоже потрясающая комната, особенно по своей конфигурации. Вот часто заходишь в комнату, и очень малое количество стен, если, допустим, есть большое количество окон, такое, как здесь, то оказывается, что некуда расставить мебель. Здесь ровно противоположная ситуация, здесь всему найдется место. Как и, кстати говоря, большому количеству света, который проникает сюда, вот с этого балкона, через одно панорамное окно и одно тоже довольно внушительного размера. Давайте поговорим про мебель. Это уникальная индонезийская, настоящая индонезийская мебель, которую текущие владельцы, конечно же, хотят забрать с собой. Но в целом, я думаю, что комната абсолютно готова для въезда, останется только обставить ее своей меблировкой по своему желанию. Поэтому здесь подготовлены все необходимые простенки, ниши для того, чтобы поставить шкаф, комод, какие-то зоны хранения, может быть, секретер для косметики. В общем, всему здесь найдется место, так что никаких проблем у будущих владельцев не возникнет. Те, кто смотрят наши видео и подписан, кстати, если вы еще не подписаны, то обязательно сделайте это прямо сейчас, нажмите лайк и колокольчик, мне будет очень приятно, алгоритмам удобно обнаружить нас в YouTube и показать вам наши интересные видео. Так вот, те, кто подписан на нас давно, знают, что я большой поклонник и в маленьких, и в больших квартирах всякого рода подсобных помещений, где можно спрятать сушки, гладилки, пылесосы и вот эти все необходимые предметы быта, которые, как правило, загромождают пространство и отъедают вот каких-то удобных, комфортных зон, типа гостиной или спальни. Но вот здесь, как раз в этой большой квартире, конечно же, в обязательном порядке должно было так быть, так оно и есть, реализована ситуация с подсобными помещениями. Здесь отдельным образом организована прачечная комната, здесь же есть гладильная доска, то есть, в принципе, фактически сразу из стиральной машины можно все доставать, класть на доску и гладить. Здесь же хранится вся бытовая химия. Ну и, кстати сказать, для тех, кто предпочитает отдельным образом выносить сушильную машину, ее тоже можно вместо вот этого шкафа вполне здесь установить, хотя и эта стиральная машина прекрасна в своем функционале. Ну и еще одна комната для хранения. Давайте посмотрим. Здесь тоже очень много места и очень грамотно организовано пространство. В принципе, здесь можно хранить все от чемоданов до сноубордов, лыж, велосипедов, в общем, всего того, чему точно не найдется места в коридоре или в спальне. В общем, оно там и не нужно это хранить. Для этого вот такая специальная комната здесь организована. Мы с вами находимся в еще одной спальне. Тоже у нее прекрасная конфигурация. Здесь также большое окно с балконной дверью, с выходом на свой индивидуальный балкон. Как и в предыдущей спальне, вся эта прекрасная заказная мебель тоже уедет из квартиры вместе с текущими владельцами, но для будущих владельцев тоже есть приятный бонус. Будущим владельцам, если вы семья с маленьким ребенком, вам останется вот такой приятный бонус в виде новенькой, абсолютно новенькой детской кроватки. Мы уже были с вами на нескольких балконах, но к моему и, наверное, вашему удивлению, нигде не заметили никаких агрегатов, потому что все агрегаты вынесены вот сюда, на этот маленький балкон на заднем дворе. И на самом деле агрегатов не так много, я хочу о них отдельно рассказать, поэтому, Игорь, приглашаю тебя ко мне поближе на балкон. В каждой жилой комнате в этой квартире стоит свой индивидуальный кондиционер, и все они обеспечиваются одним блоком. Это мультисплит-система, которая установлена как раз на этом балконе. Очень грамотное решение для большого пространства, довольно дорогостоящее, но оно действительно классное для большой площади. Ну и здесь же на балконе установлен блок котла, газового котла, для того, чтобы обеспечить всю квартиру. Я как Мерлин Монро. Этот блок газового котла обеспечивает горячей водой всю квартиру, каждый санузел здесь. И, конечно же, теплые полы. Вот это тоже важное замечание. Во всей квартире постелены теплые полы. Так что и тепло, и комфортно, прохладно вам будет в каждой комнате. Вы здесь можете сами установить для себя комфортный климат. В квартире на 3 спальни есть 2 санузла, и вот этот как раз находится в зоне, где расположены, в общем-то, все спальни. Здесь есть большая душевая кабина, в которую Игорь сейчас переместится для того, чтобы показать вам остальное пространство. Действительно, оно организовано здесь интересным образом, все так спрятано в какие-то ниши, так что очень комфортно, здесь очень уютно и здорово все зонировано. Я тут прихорашиваюсь.
Как и все остальное в этой квартире, сантехнике здесь тоже уделено большое внимание. Все очень высокого качества, в общем-то, в исключительно прекрасном состоянии. Ну и вот по поводу качества, вот такой интересный момент, что все беззвучно, все тихо, для того, чтобы не нарушать покоя жильцов, жителей этой квартиры. Ну и здесь, в этом пространстве, довольно вместительная тумба под раковиной. И, в общем-то, раковина сама тоже довольно внушительного размера. Ничего у вас не будет здесь брызгать, выливаться. Все будет очень удобно. Расставить все свои принадлежности. Для девочки, по-моему, настоящее удовольствие. Ну и спальня номер 3. Несмотря на то, что здесь нет выхода на балкон, в целом она претендует на звание мастер-бедрум, однако будущие владельцы, конечно, могут поменять назначение комнаты и, в общем-то, свою хозяйскую спальню переместить куда-то в другое место. Что касается мебели, здесь тоже вся вот эта прекрасная, красивая мебель, она уедет с текущими владельцами квартиры, но, тем не менее, все понятно, что куда поставить, все розетки выведены, подключены светильники, все ниши, все пространство организовано так, что никаких проблем с планированием здесь не возникнет. Только поставьте свою мебель на свой вкус, и можно уже заезжать и жить. Что, про коридор? Да. Заметка на полях. Я очень не люблю, когда мы приходим в некоторые квартиры и возникает ощущение, что какое-то невероятное количество квадратных метров потрачено на коридор, но совершенно бессмысленно, потому что они являются просто переходами между какими-то комнатами, становясь какой-то бестолковой галереей. Здесь же, напротив, каждый квадратный метр в этой квартире подчинен какому-то смыслу, замыслу и порядку. И вот здесь, в общем-то, все коридоры ведут у нас в конкретные комнаты, в санузлы, в кладовые, в спальни. Так что у меня прям нет ни одного вопроса к планировке, которая, кстати говоря, была сделана силами хозяйки этой квартиры. Ну и возвращаясь к вопросу о планировке, о зонировании квартиры, вот, собственно, та территория, где мы сейчас находимся, это большой холл. Да, ты пришел нам показать большой холл. Ты мой сладкий. Вот эта дверь за моей спиной, она как раз-таки отделяет гостиную зону и зону холла от той территории, где расположены все спальни. И мне кажется, это просто, на мой вкус, на мой взгляд, это совершенно гениальное решение для того, чтобы все, что касается гостей, было вот здесь, в доступе, открыто и свободно, а так называемый бэк-офис, да, вашей квартиры был недоступен для глаз и принадлежал только вам. Кстати говоря, все межкомнатные двери выполнены из массива, из цельного дерева, и действительно они очень тяжелые, потрясающего качества, но даже трогать их и открывать вообще отдельное удовольствие. Про входную группу тоже стоит сказать отдельно, потому что здесь очень много места, здесь хватило места и большому встроенному шкафу, где очень много места для хранения, в том числе обуви, одежды, каких-то чемоданов, сумок и так далее, так далее. Есть большая шляпная коробка, здесь нашлось место даже креслу для отдыха. Ну и, наверное, дополнительно здесь скажет о размере вот это роскошное панно в центре комнаты, которое, конечно же, в маленький размер совершенно точно не вписать. Так что посмотрите на эту красоту и сможете сделать выводы о размерах этого помещения. Дом, о котором сейчас пойдет речь, имеет прекрасную репутацию в городе, пользуется спросом, и продажа квартиры здесь – это большая редкость. О локации что и говорить, это самое сердце старого города, здесь буквально 5 минут до башни Алфавит, до моря и того меньше, ну а дом, о котором мы говорим, наверняка вы видели, если бывали здесь, потому что это улица пешеходная, туристическая, но при этом очень-очень тихая. Вообще очень многое объединяет эти два лота, надо сказать, и площадь, и дома, и архитектурный стиль, некоторая концепция. И то, что здесь мало соседей, очень тихо. И что соседи все интересные люди. Интеллигентные, интересные люди, да, все какие-то иностранцы, все из разных концов света. И все очень любят и ценят покой, тишину, с уважением относятся друг к другу. Но при этом вот эти два лота, конечно, отличает что-то тоже фундаментально. А что? Смотрите в этом видео. Этот дом с прекрасной репутацией, здесь очень малое количество жильцов, буквально по 2 квартиры на этаже, так что покой и порядок здесь гарантирован. Друзья, сегодня совершенно другая погода, совершенно другая локация, хотя это тоже старый город, другое настроение и совершенно другой стиль квартиры, но тоже совершенно потрясающий лот, который вам наверняка понравится. Я нахожусь сейчас на террасе, на большой террасе в этой квартире, и здесь меня окружает совершенно потрясающий вид, вот эта атмосфера старого города, та самая тихая улочка, это улица Милашвили. Эти старые балкончики, это зелень, это тишина, эти крыши. Вот перед моими глазами открывается вид на башню, на пьяцца. Ну что, давайте я
прогуляемся по квартире и посмотрим, что же нас ждет внутри. Уже на входе в квартиру сразу понимаешь, какой масштаб, какая площадь нас ждет внутри. Вот здесь в коридоре, в общем, уже много места и пространства. Возможно, это достигнуто также за счет очень эргономичного шкафа, потому что здесь есть и зона для хранения, и отдельная вот такая секция, где можно повесить какую-то верхнюю одежду, которую вы сняли с себя, да. Есть удобная скамейка для того, чтобы обуться и вот посмотреть на себя в зеркало, привести себя в порядок, пожелать себе удачи и пойти в новый день. Ну и здесь же из коридора сразу есть вот такая необычная дверь, куда бы вы думали, нажмите сейчас на паузу и напишите в комментариях, как вы думаете, куда она ведет. Это дверь в кабинет, она же гостевая комната, она же, наверное, в теории может стать дополнительной детской. Итак, эта гостевая комната, она не очень большого размера, тем не менее здесь прекрасно вписалась и односпальная кровать, и рабочий стол, и платяный шкаф, поэтому, в принципе, для всего здесь хватило места. И надо сказать, что из этой же комнаты есть прекрасный выход на ту самую террасу, с которой началась съемка этого видео. Что ж, мы с вами оказались в гостиной, и это очень просторная комната, и несмотря на ее довольно вытянутую конфигурацию, вот в принципе вы видите, да, сколько свободного места позади меня, здесь выполнено очень грамотное зонирование. Я сейчас нахожусь в зоне, скажем так, ТВ-секции, да. Здесь есть комфортный диван, кресло для того, чтобы можно было расположиться и посмотреть какой-то приятный кинофильм. Дальше есть еще один диван и стол, и стеллаж для хранения книг. И я думаю, что эту зону можно логично выделить под зону для отдыха, чтения. Я бы точно заставила весь этот стеллаж книгами. У меня, кстати, уже очень много. Совсем уж то, к чему от чего мы отвыкли решительно, особенно здесь, в Грузии, потому что чаще всего мы встречаем ситуацию объединения этих комнат. Я имею в виду сейчас гостиную с кухней. Здесь же кухня вынесена в отдельное пространство, которое изолируется от всего остального собственной дверью. В общем, классическая отдельная кухня. Что сказать? На самом деле поражает, конечно, ее размер. Это вообще мой любимый цвет, мой любимый размер. У меня действительно был период жизни, когда я хотела кухню именно в таком исполнении, в таком стиле. Действительно прекрасное сочетание коричневых таких аппетитных фасадов со столешницей из черного камня. В общем, совершенно роскошное сочетание. Ну и размер — это просто вне всяких обсуждений и рейтингов, потому что действительно здесь есть где развернуться. Здесь очень много рабочей поверхности, вот не будет вам тесно, не придется ютиться со своими какими-то творческими процессами кулинарными, да. Ну и, конечно, очень много места для хранения посуды, для хранения техники. Ты вот что бы выбрала все-таки, остров или окно на кухне, если придется выбрать? Не люблю выбирать эти ложные дихотомии, к чему они. На самом деле, да, кухня с окном, или вот я имею в виду сейчас не конкретно комнату с окном, да, а если мы говорим про гарнитур, который венчается оконным проемом, это вообще отдельное удовольствие. У меня было такое исполнение в нашем загородном доме, и мне это очень нравилось, с той лишь разницей, что у меня здесь была как раз расположена раковина, и вид открывался на лес. Вот, а так, да, это потрясающее решение, вообще это всегда какой-то, не знаю, дополнительный и пространство, и свет, и воздух, вот все решается с помощью окна. Но кроме того, что это вообще отдельная комната, здесь, конечно, окно просто жизненно необходимо. Зачастую покупка какого-то дополнительного предмета, там, бытовой техники, какого-нибудь тостера или особенной сковороды влечет за собой сразу сложности с хранением, да, куда все это ставить, где это размещать, чтобы это было удобно. Не только просто положить в ящик и забыть, что он там лежит, но и постоянно этим пользоваться. Ну и вот я думаю, что здесь, в этой кухне, таких вопросов точно у хозяйки не возникнет. Ну, собственно, да, техника действительно является здесь тоже дополнением таким приятным. Это вся практически она марки Bosch. Здесь есть также посудомоечная машина, большой распашной холодильник, тоже моя личная любовь. Я очень люблю, когда в холодильнике две створки, это прям вообще супер. Особенно если у вас большая семья, то это тоже вам идеально подойдет. Ну и в целом, да, интерьер кухни мне также очень нравится. Вот это сочетание цветов, серого с теплым коричневым, с черным. Очень элегантно, изысканно, дорого, стильно, все как мы любим. Спальня, да? Что это? Первая? Спальня номер 1, спальня номер 2, смотря как считать, да? Нам сказали, что это детская.
Да, вообще-то это детская комната, которая, конечно, тоже может поменять свое назначение в зависимости от желания будущих владельцев. В общем-то, и текущие владельцы уже здесь сделали некоторую перестановку. Кровать, которую вы видите в кадре, это на самом деле две односпальные детские кроватки, которые стояли вдоль вот этой стены. А за моей спиной находится большая рабочая зона для двоих детей. В общем-то, как и должно быть в детской, конечно же, здесь много секций для хранения игрушек, учебников, книг, в общем, все, что присуще детству. А вот за спиной у Игоря еще есть большой, просто грандиозного размера шкаф. Да, и мне кажется, здесь очень классная форма комнаты. Вот про форму хотелось отдельно сказать, потому что если вот эти две кроватки сейчас поставить, как было задумано изначально, вдоль стены, то здесь образуется столько пространства и свободного места, что даже самым озорным двум вот мальчишкам или девчонкам ну, вообще хватит места и для творчества, и для игр, и для веселья, для всего на свете. И два окна. И два окна, да. Даже по окну на человека, да, здесь выделено, это правда. Но действительно, за счет двух окон здесь дополнительный свет, и это, по-моему, очень важная ситуация, когда у вас маленькие дети, они учатся, проводят много места за рабочим столом, да, то есть важно, чтобы были источники естественного освещения. Вот опять-таки ситуация, когда использованы нейтральные, при этом в сочетании с теплым деревом оттенки, светлые, бежевые, такие кремовые, белые в том числе. Поэтому и есть еще серая стена, поэтому также можно сделать какие-то акценты, можно акцентировать за счет дополнительных предметов интерьера, декора. В общем, простор для творчества. Эта спальня претендует на звание Master Bedroom, и, казалось бы, почему? Вы можете задать логичный вопрос, потому что размер ее не очень велик, но эта комната с секретом, а именно со своей собственной гардеробной, и она располагается прямо здесь. Целая гардеробная комната спряталась за стеной спальни. Здесь огромное количество, я просто даже не буду перечислять все возможные секции для хранения, ящики, полочки, вешалки, рейлы и перекладины. В общем, грандиозного размера гардероб сюда вместится и, скорее всего, еще останется место. И отсюда, из Master Bedroom, есть выход на собственный балкон. Вообще, конечно, свой какой-то особенный характер вот в этой плотной застройке он присутствует, потому что вот этот балкон из мастер-спальни, он выходит фактически на старый город, на задний двор и на так называемый итальянский дворик. Да? Вот за моей спиной мы видим знаковые башни, которые всем знакомы, кто бывал в Батуми особенно, отели соответствующие, да, гостиницы знаковые. Ну а здесь, вот в этом дворике, тоже свое очарование, на мой взгляд, имеется. Такие витые лесенки, детская площадка внизу и, конечно, очень близко жизнь соседей. По-моему, это очень уютно. На этой оптимистичной ноте давайте перейдем некоторым образом к техническому оснащению квартиры. На этом балконе стоя о нем особенно уместно поговорить, потому что именно здесь установлено целых два котла, которые обеспечивают два типа отопления в квартире. Один котел газовый, и в этом случае, если он работает и все без перебоев газ подается в квартиру, то у нас действует система теплого пола от газа, соответственно, от этого котла. Если вдруг какая-то произошла ситуация, какой-то перебой, то на смену ему в качестве альтернативного варианта подключается электрический котел, и квартира ваша остается теплой и сухой в любое время года, при любой погоде и независимо ни от чего. К мастер-спальне примыкает большая комната. Это ванная комната, в которой установлена ванна. Это все еще до сих пор большая редкость в Батуми, поэтому мы очень радуемся, когда видим такое решение. Комната тоже достаточно просторная. Здесь, естественно, установлен соответствующий фаянс, большая раковина. Здесь, конечно же, есть большая тумба, в которую также установлена стиральная машина. И я обращаю внимание, что опять очень все лаконично, как во всей квартире. Что касается вообще цветового решения, оно действительно, я тоже прошла, когда по всем комнатам, поняла, что реально везде используется фактически три цвета, просто в разных сочетаниях. Коричневый, белый или бежевый и серый. И вот ванная комната не исключение, здесь также использованы эти три цвета, с той лишь разницей, что несколько иным образом они замиксованы. Да, здесь, в отличие от всей квартиры, пол серый. Серый пол, да. Конечно же, для двух спален в квартире такой площади логично предусмотреть два санузла, и такой здесь тоже есть. Это санузел с душевой, это даже не кабина, а отдельная комната. И здесь как раз установлен полотенцесушитель, который запитан от газа. То есть он теплый даже сейчас, потому что отдельным образом включен. Или включен. Сегодня с
со словами вообще какая-то проблема. Все здесь тоже выполнено в классическом сочетании бежево-коричневого-серого, то, к чему вы уже наверняка привыкли за время этого обзора. Как и в нашем предыдущем варианте, здесь зоны спален, хозяйских спален, конечно же, отделены от общей гостевой зоны, что создает дополнительный уют, изолированность и вот защиту от чужих глаз. Никто сюда не зайдет, никто не увидит, так что смело можете принимать в этой квартире гостей, а все, что должно остаться за кадром, останется за кадром. Ну что ж, друзья, давайте подведем итоги. Что мы видели сегодня? Это роскошная квартира с 2 спальнями, кабинетом, 2 санузлами, изолированной кухней, что тоже большая редкость, общей площадью 140 квадратных метров. Мебель и техника остаются будущим владельцам. А стоимость этого лота вы можете узнать по запросу, по контактам в описании к этому видео. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вас заинтересовал любой из этих лотов, то срочно пишите нам по контактам в описании к этому видео в наш отдел продаж и получите исчерпывающую информацию об этих и других объектах недвижимости Грузии. Ну и, конечно, не забывайте подписаться на наши каналы, на наш телеграм-канал, на наш канал в Ютубе и на наши другие социальные сети, чтобы не пропустить новинки, обзоры и самые интересные новости рынка недвижимости. Ну и, как всегда, до встречи в Грузии!